Глава 41. Юноша, кажется, совершенно не представлял себе, что есть белые бедствия, только бестолково глядел на принца. И вдруг громко вскрикнул «А!». Оказалось, Сэлянь, сам того не замечая, слишком сильно сжал пальцами его плечо. Крик привел Сэляня в чувство, он поспешно ослабил хватку и произнес: «Прости». Хуа Чен серьезным тоном заметил: «Ты слишком устал, тебе лучше отдохнуть». Стоило его словам прозвучать, из боковой стороны главного зала открылась дверца, через которую вошли две грациозные девушки. Когда они уводили юношу за собой, он то и дело оборачивался, поэтому Сэлянь заверил: «Все хорошо, скоро я снова приду встретиться с тобой». Хуа Чен развернулся к нему и произнес: «Для начала присядь и отдохни, пока тебе не стоит видеться с ним. Если захочешь что-то узнать, я сам развяжу ему язык». Выражение «развяжу ему язык» прозвучало немного пугающе. Сэлянь поспешил ответить: «Нет нужды. Если он так ничего и не расскажет, ничего страшного. Не будем торопиться». Хуа Чен подошел и сел с ним рядом. «Что ты собираешься делать с этим мальчиком?» Сэлянь, подумав, ответил: «Для начала оставлю его при себе. Заберу с собой, потом решу, что делать». Хуа Чен: «Он демон, не человек. Лучше тебе оставить его в призрачном городе. Ничего не изменится от того, что у меня здесь станет на один голодный рот больше». Сэлянь: «Сань Лан, я очень благодарен тебе. Но я сказал, что заберу его, не только потому, что собираюсь его кормить. Призрачный город, владение Хуа Чена. Если он решит оказать покровительство юноше, никто не осмелится причинить тому вред, и бедняга точно не будет голодать». Сейчас куда более важным являлся процесс воспитания юноши, необходимо было постепенно привести в порядок его разум и речь, чтобы мальчишка, наконец, приобрел нормальный облик. Несмотря на обилие различных существ в призрачном городе, среди сборища демонов попадались всякие экземпляры, поэтому осуществить задуманное было крайне проблематично. Кроме себя самого, Сэлянь не мог вспомнить больше никого, кто согласился бы тратить столько терпения на воспитание мальчишки. Принц добавил: «Я уже очень благодарен тебе за то, что помог мне найти его. Но в дальнейшем я не могу причинять тебе излишние хлопоты». Кажется, Хуа Чен все-таки придерживался иного мнения, но возражать не стал, только сказал: «Никакие это не хлопоты. Пока ты здесь, чтобы тебе не понадобилось, только скажи. Можешь пойти, куда пожелаешь». Неожиданно Сэлянь ощутил странное шевеление. Кажется, с изогнутой саблей на поясе Хуа Чена произошли какие-то внезапные изменения. Опустив взгляд, принц был поражен увиденным. Оказалось, что на рукояти сабли вырезан серебряный глаз. Рисунок в виде глаза был составлен всего из нескольких серебряных линий, но именно простота делала его невероятно реалистичным, будто живым. Вначале Сэлянь не обратил на него внимания, поскольку глаз был закрыт и представлял собой одну тонкую линию. Теперь же веки распахнулись, явив принцу похожий на рубин красный глаз, который провернулся, описав круг. Хуа Чен, также заметив это, сосредоточенно произнес: «ГГ, мне нужно отлучиться ненадолго, я скоро вернусь». Сэлянь спросил: «Знак тревоги. Неужели повелитель ветров и Цаньсу раскрыли божественную сущность в призрачном городе?» «Я пойду с тобой», — добавил принц и уж было поднялся с кушетки, но Хуа Чен мягким движением руки усадил его обратно. «Не волнуйся, это не его высочество Тайхуа и компания. ГГ, просто посиди здесь, тебе не нужно ходить со мной». Раз уж он так сказал, Сэлиню неловко было настаивать. Хуа Чен развернулся и направился прочь из главного зала. Он издали махнул рукой, и нити, унизанные бусинами, сами собой разошлись в стороны. А когда Хуа Чен ушел, снова с мягким шорохом опустились, издав приятный звон. Сэлянь, посидев на кушетке какое-то время, вспомнил о цели своего визита и немедленно поднялся. Пройдя через дверь, куда скрылись две служанки, он увидел цветник, через который насквозь пролегала галерея цвета киновари. Сейчас здесь было пусто. Сэлянь уже собирался направиться вдоль галереи, как вдруг увидел чей-то черный силуэт, торопливо скользнувший впереди. Силуэт принадлежал посланнику убывающей луны.
Принц вспомнил о проклятой канге на его запястье, которая все не давала Селиню покоя. Затем, оценив действия этого человека, принц подумал, что он будто страшится быть замеченным. Поэтому Селянь бесшумно направился следом. Добравшись до угла, за которым исчез посланник, Селянь, прижавшись к стене, незаметно заглянул за поворот. Посланник действительно передвигался очень быстро, при этом постоянно осматриваясь. Очевидно, пребывал в крайней настороженности и боялся, что кто-то может его увидеть. Селянь подумал, этот посланник убывающей луны, должно быть, подручный Сань Лана. Но почему тогда он шествует по владениям своего господина тайком, будто пытается что-то скрыть? Подозревая, что этот человек не преследует добрых намерений, Селянь, стараясь остаться незамеченным, направился следом. Посланник убывающей луны петлял по галерее, а принц все время следовал за ним по пятам в крайнем сосредоточении, на расстоянии 3-4 джанов. Когда они вновь свернули в длинный коридор, в конце которого показалась пестрая дверь, Селиню на ум пришло следующее. Если он сейчас обернется, мне некуда будет спрятаться. Кто бы мог подумать, что едва принц допустит такую мысль, посланник убывающей луны тут же остановится и обернется. Селянь почуял неладное, когда шаги посланника застыли. Охваченный волнением, он выбросил в воздух жая, которая намоталась на деревянную балку и подтянула принца высоко наверх, прикрепив к потолку. Обернувшись и не увидев никого за спиной, посланник убывающей луны не догадался поднять голову и приглядеться, вместо этого развернулся и продолжил шествовать вперед. И все же Селянь не решился сразу спускаться. Продолжая висеть под потолком, он осторожно, не издавая никаких звуков, начал перемещаться вперед, ощущая себя при этом настоящей ящерицей. К счастью, объект наблюдения прошел еще совсем немного, после чего остановился перед пестрящей красками дверью. Принц также застыл на месте, спокойно наблюдая за происходящим. Дверь вела внутрь небольшого строения, перед которым виднелась грациозная статуя женщины. Со своего места обзора Селянь отчетливо видел только ее голову, да еще круглые яшмовые блюда, которые статуя держала в руках. Посланник убывающей луны не стал сразу открывать дверь, вместо этого повернулся к статуе, протянул руку и что-то бросил на блюдо. Раздался отчетливый стук, и Селянь догадался. Игральные кости. Этот звук он сегодня слышал множество раз и наверняка не сможет позабыть еще очень долгое время. Не обманув его ожиданий, посланник убывающей луны убрал руку, и на тарелке оказались две игральные кости, каждая из которых показывала 6 ярко-красных точек. После чего посланник забрал кости, открыл дверь и вошел. На двери не оказалось замка, войдя внутрь, он просто захлопнул ее рукой, и Селянь не услышал звуков поворота ключа или же закрывающегося засова. Подождав пару секунд, принц легко, будто лист бумаги, спустился на пол и, скрестив руки на груди, внимательно изучил дверь. Согласно логике, если помещение выглядело не таким уж большим, значит, что бы ни творилось внутри, наружу должны были доноситься хоть какие-то звуки. И все же, когда посланник убывающей луны закрыл дверь, изнутри не послышалось ни шороха. Селянь уверенно протянул руку и толкнул. Как и ожидалось, когда дверь распахнулась, внутри не оказалось ни души. На первый взгляд это была самая обыкновенная комнатка, хоть и красиво украшенная. Внутреннее убранство можно было охватить одним взглядом, возможности спрятать здесь какой-либо потайной ход просто не существовало. Селянь закрыл дверь и, будто ему в голову пришла какая-то мысль, перевел взгляд на статую, а также на яшмовые блюда в ее руках. По всей видимости, секрет кроется именно в 2 игральных костях, брошенных на блюдо. Комната все-таки оказалась заперта, вот только замок на ней стоял не настоящий, а магический. Чтобы открыть такой замок, нужен был ключ или же пароль для входа. Лишь выбросив 2 шестерки на игральных костях, открыв дверь, попадешь в истинное место назначения. Вот только для принца выбросить прямо здесь и сейчас 2 шестерки являлось делом совершенно невозможным. Селиню оставалось только удрученно вздохнуть, глядя на комнату, покрутиться еще немного у двери, да и удалиться восвояси. Пройдя какой-то участок пути обратно, он внезапно застыл как вкопанный.
Навстречу ему направлялся высокий человек в красном, на поясе которого висела серебряная изогнутая сабля. Хуачен, скрестив руки на груди, он сказал, приближаясь к принцу. «Гэгэ, мне пришлось поискать тебя». Он выглядел в точности таким, каким ушел от принца, только сабля на поясе теперь покинула ножны и вместе с ними покачивалась на фоне красных одежд, при ходьбе издавая воинственный звон. Глаз на рукояти сабли закрылся. Сэлянь совершенно спокойно произнес. «Я хотел пойти навестить дитя, вот только не представлял, что твоя резиденция окажется настолько большой, поэтому случайно свернул не туда». Первоначально принц намеревался рассказать Хуачену о том, что увидел. Но когда слова подступили к горлу, он вдруг передумал и проглотил их обратно. Он прибыл в призрачный город именно для того, чтобы разузнать местонахождение пропавшего небожителя. Нельзя было упускать никакие подозрительные детали. Вполне возможно, что пропавший небожитель как раз заточен в той комнате. Поэтому для начала нужно придумать способ проникнуть туда и все разузнать. Если эти два происшествия не имеют между собой связи, он немедленно расскажет Хуачену о странных перемещениях его подручного, а если связь имеется, Хуачен повел его обратно, по пути говоря. «Если хочешь снова увидеться с ребенком, я просто пошлю людей, чтобы привели его. Незачем самому отправляться на поиски». Возможно, из-за появившегося в душе скрытого замысла, тон Сэляня, которым он говорил с Хуаченом, невольно сделался более мягким. «Ты так быстро управился со всеми делами». Хуачен управился. Просто очередная кучка бесполезных тварей валяет дурака, не более того. Интонация, которой была сказана фраза «бесполезные твари», показалась Сэлиню знакомой, поэтому принц предположил. Лазурный демон Цзэжун явился учинять беспорядки. Хуачен усмехнулся. «Верно, я же сказал, никому покоя не дает мой город. Эта никчемная дрянь уже не первый год мечтает захватить здесь власть. Но лишь мечтает, на большее он не способен. Только глаза чуть не лопаются от зависти, вот он и посылает время от времени еще более никчемных тварей, чем он сам, чтобы куролесили в моих владениях. Дело привычное. Не обращай внимания. Кстати, я как раз собирался показать ГГ одно место. Может, сделаешь одолжение и прогуляешься со мной?» Сэлянь охотно согласился. Конечно. Хуачен провел его еще через несколько длинных галерей и проводил к высокому строению, напоминающему храмовую залу. Ворота в залу казались сделанными из зачарованной стали с вырезанными на них свирепыми монстрами, от вида которых холодок пробегал по коже. Хуачен подошел ближе, и монстры сами по себе сдвинулись с места, открывая ворота. Еще не оказавшись внутри, Сэлянь ощутил порыв убийственной ци. На тыльной стороне ладони проявились вены, Жая приготовилась в любой момент броситься в бой. Но разглядев, что из себя представляет зала, принц лишь растерянно моргнул. Готовность обороняться мгновенно пропала, ноги сами понесли его внутрь. Стены залы оказались сверху до низу увешаны рядами разнообразного оружия. Сабли, мечи, копья, щиты, кнуты, молоты, так это оружейное. Кто угодно, будь он мужчиной, оказавшись в подобной оружейной, где его окружали всевозможные виды оружия, в душе вознесся бы на небеса, ощущая, как внутри закипает кровь. Сэлянь не являлся исключением, его глаза широко распахнулись, лицо просияло. В последний раз подобное выражение появлялось на его лице, когда он очутился в оружейной самого Цзюньву. Лицо принца осталось по-прежнему спокойным, но волнение в душе достигло такого подъема, что он даже запнулся, когда спросил. Можно потрогать?» Хуачен улыбнулся. «Гэгэ может делать все, что пожелает». И Сэлянь немедленно осуществил свое желание. Самозабвенно рассматривая разнообразное оружие и магические артефакты, он будто в хмельном забытии произнес. «Все это настоящее сокровище. Отличный меч, во время единоличной битвы с множеством врагов он наверняка проявит невероятную мощь, и этот меч также прекрасен. Погоди-ка, и эта сабля тоже». Хуачен, опершись на двери и глядя на румяного от воодушевления принца, который пришел в совершенный восторг, спросил. «ГГ, ну как тебе?» Сэлянь не мог найти в себе сил, чтобы оторвать взгляд от всех этих сокровищ. «Что, как мне?» Хуачен. «Нравится». Сэлянь. «Нравится». Хуачен.
Очень нравится. Сэлянь, очень. Хуачен будто тайком посмеивался, но Сэлянь ничего не замечал. Его сердце пустилось вскачь, когда он вынул из ножен сверкающий холодным блеском лезвие, потрясенно вздыхая. Хуачен, ГГ что-нибудь приглянулось. Лицо Сэляня так и сияло, он восхищенно ответил. Приглянулось. Мне все здесь приглянулось. Хуачен, вообще-то я хотел сказать, что, поскольку ГГ не имеет при себе личного оружия точно по руке, то, если тебе что-нибудь приглянулось, ты можешь забрать и забавляться с ним. Но раз уж ГГ так сказал, я подарю тебе их все, идет. Сэлянь поспешно возразил. Нет, нет, не нужно. Мне ведь без надобности носить при себе какое-либо оружие. Хуачен, правда, но я вижу, что ГГ определенно нравятся мечи. Сэлянь, ну, если что-то нравится, совсем не обязательно забирать это себе. Я многие годы не пользовался мечом, мне достаточно просто полюбоваться, чтобы поднялось настроение. К тому же, если ты подаришь мне все это, мне негде будет их хранить. Хуачен, проблему легко решить. Я подарю тебе это хранилище вместе с оружием, и дело с концом. Сэлянь решил, что тот подшучивает над ним, и потому с широкой улыбкой произнес. Я не смогу забрать с собой такое большое здание. Хуачен, не нужно забирать, я и землю под ним тебе подарю, сможешь приходить сюда и любоваться, как появится свободная минутка. Сэлянь, ладно, все-таки за оружием нужно постоянно ухаживать, боюсь, я только причиню им вред недостойным отношениям. Принц крайне осторожно вернул меч на полку и ностальгически произнес. Когда-то у меня тоже была такая оружейная, но впоследствии ее придали огню. Все эти сокровища, редчайшие артефакты. Сань Лан, их нужно как следует беречь. Хуачен ответил, проще простого. Я буду иногда приходить и помогать ГГ прибираться в оружейной, всего и делов. Сэлянь улыбнулся, у меня не хватит совести просить тебя об этом. Разве могу я заставлять его превосходительство князя демонов выполнять за меня грязную работу? Внезапно в памяти принца возникло предостережение Цзюньгу. Сабля Эмин, проклятый клинок, приносящий несчастье. Чтобы выковать подобное оружие, непременно требуется принести бесчеловечную жертву, а также обладать жестокой решимостью. Не дай ему коснуться себя. И не дай себя поранить. В противном случае, результат предсказать невозможно. Поразмыслив, Сэлянь все-таки произнес. Вот только Сань Лан, никакое оружие из представленного здесь, должно быть, не сравнится с твоей изогнутой саблей Мином. Хуачен повел левой бровью. Ау, ГГ, и ты тоже слышал. О моей сабле. Сэлянь, до меня дошли кое-какие слухи. Хуачен, посмеиваясь, произнес. Я так понимаю, что ничего хорошего эти слухи из себя не представляют. Наверняка кто-то сказал тебе, что моя сабля создана при помощи темного кровавого ритуала, где в качестве жертвоприношения использовался живой человек. Как всегда, поразительная проницательность. Сэлянь ответил, не так уж и плохо. Обо всех ходят какие-то не слишком приятные слухи, но ведь не все же верят в них. Не знаю, выпадет ли мне честь своими глазами увидеть легендарный изогнутый клинок Эмин. Хуачен, ГГ, на самом деле, ты уже давно его увидел. Он в несколько неторопливых шагов приблизился к Сэлиню и прошептал. Смотри, ГГ, это и есть Эмин. Клинок на поясе Хуачена вновь открыл глаз, взгляд которого скользнул в направлении Сэляня. Возможно, это было лишь обман зрения, но Сэлиню показалось, что серебряный глаз слегка прищурился, будто улыбаясь ему.